Всем привет, друзья мои, мира вам и крепкого здоровья. Сегодня у меня тефтельки в капусте. Это очень вкусно. Я их называю ленивые голубцы. Можно называть по-разному, но это по-любому вкусно. Я готовлю это часто. Никакого гарнира не надо, если только отварите просто картошечку целиком и немножечко с чесночком. Ой, это так вкусно. Посмотрите, капуста получается суперская, сочная, нежная. Тефтельки пропариваются. Как вкусно! Это очень вкусно, друзья мои. Ну, очень вкусно. Можно было бы сюда еще сметанки. Обязательно готовьте. Поехали готовить. Начнем готовить. Друзья мои, вот здесь у меня 750 грамм смешанного фарша. Любой берите фарш. То мясо берите, из которого вы привыкли готовить. Как я готовлю фарш? Он у меня в заморозке. На килограмм мяса я добавляю 200 грамм лука. Все, вот здесь 750 грамм. Добавляю одно яйцо и 200 грамм уже отваренного риса. Чтобы получить 200 грамм отваренного риса, взвесьте 50-60 грамм сухого, сырого и отварите. Все перемешиваем. На это количество надо добавить чайную ложку соли. Как правило, на килограмм продукта, то есть вот фарша вместе с рисом, достаточно чайной ложки соли. Ну, а если вы любите соленое, дальше уже на ваш вкус. Еще раз. У меня здесь 750 грамм фарша, 200 грамм уже отваренного риса и одно яйцо. Тщательно перемешаем. Друзья мои, в этом блюде фарш лучше не досолить, чем пересолить. Почему? Потому что мы будем до готовности тушить капусту, и тефтели будут в ней пропариваться. И они возьмут столько соли, сколько им необходимо. Поэтому лучше не досолите. На это количество чайной ложки соли достаточно. Все, перемешиваем вот до равномерности. Специи я сюда не добавляю. Продолжаем. Вот здесь килограмм нашинкованной капусты, 120 грамм моркови натерла на крупной терке, 250 грамм лука порезала мелким кубиком. Понадобится 4-5 зубчиков чеснока и обязательно томат. Можно взять 300 грамм помидоров, пропустите через блендер или через мясорубку. Можно взять 2 безгорки столовых ложки томатной пасты и развести в стакане воды. Я буду использовать замороженные томаты. Летом я пропускаю через мясорубку и упаковываю в зип-пакеты. Вот здесь 300 грамм. Кроме этого, нам понадобится соль и специи. Чайная ложка паприки, чайная ложка смеси перцев, пол чайной ложки черного молотого перца и пол чайной ложки сухого чеснока. Все. Обжаривать будем на растительном масле. Идем готовить. Я буду готовить в казане, можно готовить в глубокой сковородке. Все зависит от количества еды, которую вы будете готовить. В казан наливаю примерно 100 грамм растительного масла. И в хорошо разогретое масло выкладываем капусту. Капусты много, в процессе готовки она уменьшится втрое. Буквально через минуту перемешиваю. Сейчас у меня огонь чуть выше среднего. Если у вас поменьше кастрюля, можете перед тем, как закладывать в кастрюлю, хорошо ее помять. Она уменьшится в объеме и поместится в вашу любимую кастрюльку. Как видите, на глазах объем уходит. Вот сейчас у нас вся капуста перемешалась с маслом. И дальше можно ее перемешивать каждые 1,5-2 минуты, чтобы она еще уменьшилась в объеме и немножечко поджарилась. Чтобы капуста не подгорела, обязательно по донышку ее перемешивайте. Перемешивайте и проходите по донышку, иначе она у вас пригорит. Как только влага лишняя уйдет из капусты, она начнет гореть. Я уже 3-й раз переворачиваю капусту. Как видите, через 5 минут она уже начинает прижариваться. И в этот момент, через 5 минут после начала обжаривания, добавляем лучок, морковь, специи и чайную ложку с горкой соли. Соль будем добавлять еще, но сейчас этого достаточно. Перемешиваем и продолжаем обжаривать. Вот сейчас я буду перемешивать каждую минуту, чтобы немножечко и лук поджарился внизу, и морковка кое-где прихватилась, и капуста обжарится. И огонь убираю до среднего. 3-й раз я перемешиваю капусту. Как видите, она слегка поджарилась, и лишний капустный сок выпарился.
Сейчас я добавлю 300 грамм томатов, в моем случае прокрученные на мясорубке замороженные томаты, а вы можете взять свежие, точно так же либо прокрутить на мясорубке, либо пробить блендером. А можно взять 2 столовые ложки без горки томатной пасты и разбавить в стакане воды. И вот сейчас сюда залить. Я не знаю, как тушить капусту без томата, просто не представляю, что это за еда. А поэтому моя капуста всегда с помидорами, или с томатным соком, или с томатной пастой. Все хорошо перемешиваем и продолжаем готовить капусту. Картинка красивая, цвет добавился. Я тщательно перемешиваю, потому что у меня замороженные томаты. Все, сейчас я буду пробовать на вкус. Соли не хватает однозначно, а поэтому необходимо добавить еще практически чайную ложку. Ну вот так. Как правило, на килограмм продуктов добавляют чайную ложку соли, где-то 8 грамм, 8-10. Я и мясо так солю, и супы. Ну, это приблизительно, но плюс-минус. Вот сейчас будет соли достаточно. Все, перемешиваю. Добавляю чеснок. Я его пропустила через пресс. Еще раз перемешиваю. И эту капусту сейчас накрыть крышкой, 2 минуты потушить, и можно есть. Сейчас попробуйте. Если ваши помидоры кислые, добавьте вот сюда немного сахара. Если очень сладкие, добавьте немного лимонки. У меня идеально. Я ничего добавлять не буду, а на соль сейчас попробую. Супер. Так, разравниваем. Здесь вот видно, где кипит, ничего не горит. Достаточно сока. Со стеночек собираем, чтобы ничего не засохло. Разравниваем. А дальше закрываем крышкой и убираем пока. Не готовим дальше, иначе у вас вся жидкость выпарится. Убираем в сторонку. Капуста практически готова. И займемся тефтелями. Берем любимую сковородку. Наливаем 2, 3, 4 столовые ложки растительного масла и разогреваем. Вот такого размера тефтельки. Примерно 60-70 грамм. И выкладываем в разогретое масло. Можно заранее сформировать тефтельки, а можно, как я, вот сейчас. Я это буду делать и сразу же выкладывать на сковородку. Вот так формируйте на ладошке. Обжаривать буду с 2 сторон примерно по 1,5, может быть 2 минуты на огне чуть ниже среднего до румяной такой золотистой корочки. До готовности мы их не доводим, а просто обжариваем. И обжаренные тефтельки складываем на капусту и продолжаем. В сковородку наливаем растительное масло. Друзья мои, обязательно после каждого обжаривания мойте сковородку. Белок в мясе горит, и нам эти канцерогены не нужны. Обжарили 1 раз, вымыли сковородку и поехали дальше. Разогреваем масло и выкладываем тефтельки. Всего получилось 15 тефтелей. Но если будете делать малепусенькие, конечно, можно сделать их и 30. Но у меня примерно 60-70 грамм. Вот такие после обжаривания крупненькие получаются тефтельки. И вновь обжариваем до золотистого цвета с 2 сторон. Продолжаем, друзья мои. Вот посмотрите, вот столько жидкости под капустой. Видно? Видно. А значит, я смело складываю тефтели. Вот я еще их поджарила. И буду их пропаривать в течение 30 минут вместе с капустой. Если у вас не образовалась жидкость под капустой, значит добавьте хотя бы 100 грамм воды. Жидкость образуется, потому что капуста сейчас будет тушиться, и из нее по-любому выйдет лишний сок. И тефтели точно так же выпустят лишний сок из себя. Но обязательно посмотрите, есть ли у вас на данном этапе жидкость под капустой. Все, на данном этапе у вас должна быть вкусная капуста, у вас должны быть обжаренные тефтели. В капусте достаточно жидкости, то есть сока. Чеснок уже там, а зелень я сюда не кладу. Закрываем крышкой, убираем на маленький огонь, но так, чтобы вы слышали, как оно там кипит, немножечко урчит и шипит. Это значит, идет процесс готовки. 30 минут достаточно. Для успокоения собственной совести, если у вас говядина чистая, тушите 40 минут. Такая вот красота, друзья. Ну все, ждем 30-35 минут. Друзья мои, прошло полчаса. Вот посмотрите, сколько выпустила капустка наша сока. Кстати, присыпьте зеленью, закройте крышкой и через 1 минутку подавайте. Я зелень сыпать не буду. У меня внучка зелень ни в каком виде не ест. Вот такой котенок. Готовьте, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока.